Всем привет, мои дорогие, вы на канале Сладкий Мастер. Хочу поделиться рецептом домашнего мороженого, пломбирные брикеты с шоколадной крошкой. Простота приготовления мороженого и великолепный сливочный вкус с шоколадом делают этот рецепт по-настоящему достойным десертом. По данному рецепту используйте сгущенное молоко, но не сгущенку, так как сгущенка – это продукт, полученный не из цельного коровьего молока. Форма для выпекания, в которой буду формировать мороженое, у меня квадрат диаметром 25 на 25 см. Снимаю дно формы и застилаю ее пищевой пленкой. Это делается для того, чтобы мороженое не прилипло к дну формы. Вставляю разъемное дно обратно в форму для выпекания. Вот такие тонкие покупные вафли без начинки я буду использовать для формирования пломбирных брикетов. Укладываю вафельную пластину на дно формы, для заполнения не хватает отрезка. Я отрезаю вафельную полоску острым ножом и укладываю ее в форму. Теперь дно разъемной формы полностью заполнено вафельной пластиной. В чашу для взбивания вливаю домашние развесные сливки. Очень важно, чтобы сливки были охлажденные. Вливаю сгущенное молоко. Сливочную массу взбиваю миксером на средних оборотах до слабых пиков или кисельного состояния. Главное не взбить пломбирную массу густо, иначе из-за наличия воздуха и плотной текстуры мороженое не застынет в морозильнике. Посмотрите, как я взбил сливочную массу, она подвижна и слабо держит форму. Всыпаю тертый шоколад. Все вмешиваю недолго до относительной однородности. Окончательно домешиваю силиконовой лопаткой, снимаю со стенок чаши невмешанные остатки. Пломбирная основа готова. Если вы случайно плотно взбили массу до кремового состояния, влейте в нее жидкие сливки или молоко и перемешайте, чтобы масса стала более жидкая. Формирую заготовку на пломбирные брикеты. При помощи силиконовой лопатки выкладываю всю пломбирную массу на вафельную пластину. Равномерно распределяю массу по всему периметру разъемной формы. Закрываю пломбирную массу второй пластиной с отрезанной полоской. Слегка вдавливаю вафельную пластину внутрь и убираю конструкцию в морозильную камеру минимум на 2 часа. Спустя 2 часа достаю форму с мороженым из морозильника. С помощью острого ножа отделяю мороженое от стенок формы. Извлекаю мороженое из разъемной формы и переворачиваю в исходное положение на доску. Разрезаю мороженое на полоски для дальнейшего разделения на квадратики, формируя пломбирные брикеты. Пломбирные брикеты с шоколадной крошкой готовы. Вафля осталась хрустящая, а мороженое пломбир получилось с насыщенным вкусом домашних сливок и шоколада. Такое ароматное мороженое, а главное из натуральных и качественных продуктов, в магазине не продается. Рекомендую к приготовлению как десерт с ярким вкусом и простым рецептом. Спасибо, мои дорогие, за вашу подписку и лайки, тем самым продвигаете канал и мотивируете меня на новые видео.